Ты не знаешь, что посмотреть сегодня вечером? Тогда смотри мою топ-3 подборку лучших фильмов. А на третьем месте у меня мистер Трамп. Наверное, сейчас знает каждый, кто такой мистер Трамп. Но знаете ли вы, как Трамп стал тем, кем он стал? Я не смог пройти мимо и не посмотреть новый фильм. Это драма, история. Называется «Ученик восхождения Трампа». Двухчасовой фильм рассказывает, как история наставника и протеже, которая документирует начало американской династии и затрагивает такие темы, как власть, коррупция и обман. Фильм, который стоит посмотреть. Мне очень понравилась игра главной роли Себастьяна Стэна. Я погрузился в кино, словно смотрю на молодого Трампа. А вы смотрели это кино? Напишите, пожалуйста, в комментарии, кто смотрел, понравился ли вам он или не понравился. Что бы ни случилось, настаивай, что победил, и не признавай поражения. Я пишу всех так, на всякий случай. Но это незаконно. Ради победы будь готов сделать что угодно, с кем угодно. Есть всего два типа людей. Победители и неудачники. Ты забрался, ты на грани банкротства. Я знаю, что делаю. Взгляни на себя, ты становишься уродом! Не забывай, это я создал тебя! У нас есть новый слоган для компании «Сделаем Америку великой снова». Вот снова мне нравится. Ну а мы двигаемся дальше, и дальше у нас второе место. И заслуженное это второе место я отдаю фильму «Боб Марли. Одна любовь». Для меня это легкий, ни к чему не обязывающий фильм, в котором вы узнаете о жизни музыканта Боба Марли. От его восхождения к славе до гибели. Я обожаю биографические фильмы, и этот фильм не исключение. Я получил удовольствие от просмотра. Хотя мне показалось, что 107 минут очень мало для этого фильма. Уж больно мне было все слишком сжато. Но фильм получился интересным, я его посмотрел с огромным удовольствием, что и рекомендую сделать вам. Обязательно посмотрите. Но а тем, кто уже смотрел, тоже напишите свой отзыв, как вам эта картина. On December 3rd, 1976, would-be assassins invaded Bob Marley's home and attempted to take the life of the singer, his wife, and... Don't worry about that. Don't worry about a thing. That every little thing gonna be alright. You like that one? Yeah. There's a war going on. Oh, I can't bring peace. I can't even get peace for myself. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds, it's by my doorstep. Sometimes the messenger has to become the message. Bob, I know it's dangerous, but you're the only one who can unite the people. You ready, Bob? No guns can stop this message. I want the world to change. And that time is now. Ну а сейчас самое интересное, это первое место. И на первом месте у меня фильм, который произвел на меня просто огромное впечатление. Фильм, в котором нет дорогих спецэффектов, длиною в 3 часа заставил меня смотреть его на одном дыхании. Это новая экранизация одноименного романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Слушайте, я считаю, это шедевр французского кино. Давно я не получал такого удовольствия от просмотра. Скажу честно, мне стыдно, но я не читал этот роман. Но после просмотра прям хочется закрыть этот гельштальт. Клада на земле, и я знаю, где он спрятан. Но на что ты потратишь это богатство? Будешь творить добро или позволишь ненависти наполнить твое сердце? Отныне я сам судья и сам палач. Кто вы такой? Меня зовут граф Монте-Кристо. Потребуется много времени для тщательной подготовки. К чему? К мести. Дорогая, позволь наконец представить тебе графа Монте-Кристо. Что ты знаешь об этом человеке?
Я не доверяю никому, и в особенности... Однозначно, однозначно, это первое место. Я рекомендую Я вам узнаю, кто сесть этот и Монте-Кристо. пересмотреть эту экранизацию. Кстати, напишите в комментариях, И чего хочешь? как вам моя подборка, Нет понравилась никакой или жалости. нет. Они пожалели Обязательно Дантеса. подпишитесь на мой канал, поделитесь этим Меня вы видео тоже с принесете друзьями жертву вашей и мести. ждите от меня новую подборку лучших фильмов на Это не вечер. месть, это правосудие. И если я откажусь от правосудия, я лишу себя смысла жизни. Граф Монте-Кристо.